Всем привет! Вы смотрите детальный обзор французского среднего премиумного танка М4А1 Revalorisé. Да, именно так произносится его название. Ну или же, как принято его называть в народе, револьвер. Данный прем в игре достаточно давно. Раньше многие его хвалили и называли чуть ли не лучшим. Но все же время и гонка вооружений делает свое дело. И с недавних пор данный танк является наградой за реферальную программу командиру. Надеюсь, намек понятен почему. Так что данную прем-канистру в этом видео мы разберем по винтикам. Детально разберем характеристики, перечислим достоинства и недостатки. Само собой, будет субъективная критика. Ну и узнаем, как себя танк чувствует в нынешних реалиях рандома. От вас же прошу это видео максимально поддержать лайком и в комментариях написать не меньше 5 слов для продвижения. Пошел процесс. Тест маневренности и динамики. Скоростные параметры француза, мягко скажем, не дотягивают до классических показателей средних танков. Удельная мощность 16 лошадок на тонну. Как видите, стартует танк не очень-то и шустро. Максимальная скорость 40 км в час, для среднего танка тоже не камильфо. А вот с вращением на месте относительно все неплохо. Хотелось бы сказать, что все в пределах баланса, но стоит учитывать сопротивление по грунтам, с которыми, как вы уже поняли, есть проблемы. Вращение башни. И, на удивление, француз в этом плане лидер. Если вас поставят на гусеницу и начнут кружить, башня будет успевать за противником. Тест точности. Параметры точности у орудия специфические. Цифры времени сведения и разброса для калибров 105 мм неплохие, но, как видите, с дистанции в пиксель танк попадать не спешит. Да, распределение снарядов в кругу разброса не самое лучшее. Но все же, если с дальней дистанции не выцеливать пиксели, и вражеский танк картонный, либо стоит к вам бортом или кормой, француз вполне способен вести точный огонь. Также хочу подметить отличную скорость основного снаряда – 1460 метров в секунду. Но учтите, падающие снаряды в землю пока никто не отменял. Что касается стабилизации для такого калибра, она просто нормальная, ни плохая, ни хорошая. Как можете заметить, со средней дистанции на ходу танк периодически попадает. Бронирование. И вот оно, самое интересное и печальное. Прочность машины 1400 единиц. Здорово. Для среднего танка это отличный показатель. А далее идет броня, точнее ее отсутствие. Так как мы имеем корпус от среднего танка 5 уровня. Силуэт большой и полностью картонный. Вас будут пробивать абсолютно все и любым типом снарядов. Топливные баки расположены в задней части корпуса. И был случай, когда меня подожгла даже арта. Сплэшем. Боеукладка находится в середине здоровенного корпуса под башней. И после первого же пробития туда бутылки могут посыпаться сразу. И да, у танка полноценный уровень боев. Сразу предупреждаю, подобного рода бой у вас получится сыграть в лучшем случае раз в 100 боев, а возможно вообще и никогда. Скажу сразу прямо, французский премиумный средний танк М4А1 Revalorisé. невероятно сложен в реализации. Во-первых, вам должно повезти с картой, во-вторых, с командой, в-третьих, с рандомом. И хоть по классу танк средний и в бою должен быть неким универсалом, на деле же спектр возможностей у него ограничен. Давайте начнем по порядку, с подвижности. Максимальная скорость 40 км в час. Чуть-чуть выше, чем у тяжи одноклассников. Это говорит о том, что полноценную роль среднего танка вы отыгрывать не сможете. Молниеносные врывы, кружить тяжи — это не про него. Но все же 40 км в час достаточно, чтобы вовремя занять стратегически важную позицию. И если противник начинает наступать на пятки, скорости будет достаточно для того, чтобы отступить. И, к сожалению, даже турбонагнетатель данную проблему особо не решит. Француз все равно не дотягивает до подвижности классических СТ. Далее идет полное отсутствие брони. Если у большинства средних танков одноклассников есть
есть хоть какое защищенное место, в основном это башня или маска орудия, то француз полностью этого лишен. Башня, маска орудия, верхняя лобовая деталь, весь корпус пробивается всеми, кого вы только сможете встретить на полях сражений. Потому что, напоминаю, корпус у нас от танка 5 уровня. Номинальная броня верхней лобовой детали 50 мм, приведенная броня в башне 130 мм, борта и корма по 38 мм. Далее продолжать, я думаю, не стоит. И только в крайних случаях, практически чудом, танк способен что-то отбить или отрикошетить. Но самую большую опасность для француза несут фугасы и артиллерия. Мало того, что пробитие будет всегда проходить с полным уроном, так плюс ко всему это за собой влечет частые криты. Критуется револьвер катастрофически. Боеукладка, заряжающий, наводчик, топливные баки. В общем, при малейшей ошибке вас ждет полный букет сюрпризов. Поэтому данный танк от игрока требует максимальной осторожности. И, к сожалению, многие под словом «осторожность» подразумевают стоялого в кустах. И кого-то винить за это нельзя. Как я уже говорил, у танка ограниченный спектр возможностей. И порой ничего не остается, кроме как стоять в кустах на этом среднем танке и ПТшить. Быть поддержкой классов поддержки. Именно поэтому данный танк вооружен на первый взгляд достаточно неплохим орудием. Подчеркиваю, на первый взгляд. Судите сами. 105 миллиметровка, средний урон за выстрел у которой 390 единиц. В то время как у других аналогов с таким же калибром средний урон составляет от 320 до 360 единиц. А здесь целых 390. Отлично. Основной снаряд под калибр. Бронепробитие 200 мм. И для СТ 8 уровня такой бронепробой, мягко скажем, маловат. Хотя будь основной снаряд бронебойным, вопросов бы не было. Но у подкалиберов, как вам известно, плохая нормализация. Где бронебойный снаряд с таким же бронепробитием гарантированно пробьет, подкалибер же может дать рикошет. Скажем так, защитника в НЛД вы будете пробивать не всегда. И обычно подкалиберам свойственна большая потеря бронепробития на дистанции. Но в нашем случае, на удивление, потеря небольшая. На 500 метров бронепробой падает всего лишь на 8 мм и составляет 192. Так что при ведении огня на дистанции 6-е, 7-е уровни и всяческий картон вы пробивать будете. Но вот с некоторыми восьмерками, девятками, десятками возникнут большие проблемы. Особенно с хорошо бронированной техникой, которую будет сложно пробить даже в борта. А про лобовую проекцию я вообще молчу. Также не забывайте про плюс-минус 25%, которые затрагивают бронепробитие. Скорость полета подкалибера 1460 метров в секунду. Снаряд летит быстро и прямо. Цена за выстрел 580 единиц серебра. Для альфы в 390 единиц цена вменяемая. Скажем так, если вы попали в абсолютный топ против шестерок и семерок, то спокойно можно играть на основных снарядах. Вы будете пробивать практически всех. Но уже против 8-х уровней и выше начнется нервотрепка. Далее, специальный голдовый снаряд кумулятив. Бронепробитие 250 мм. Скажем так, для года 2015-16 это хороший показатель. Как бы все в пределе адекватного баланса. Но если учесть тот факт, что современные примтанки имеют бронепробитие на голде, приближенное к 300, то 250 мм как-то уже не впечатляют. К тому же не забывайте, что кумулятивы не пробивают стены, заборы, экраны и катки. Ну а против толстомордых десяток шансов практически нет. Скорость полета голдового кумулятива 980 метров в секунду, почти 1000. Неплохо. Но при ведении огня с дальней дистанции вы все равно будете видеть параболическую траекторию. Цена за выстрел 4800 единиц серебра. Дорого, но что поделать. Базовая перезарядка орудия без учета перков и оборудования 12,8 секунды. И средний урон в минуту составляет 1828 единиц. Обычным оборудованием и перками экипажа перезарядку можно сократить на 2 секунды, до 10,8. Ну а если раскошелитесь на трофейное оборудование, инструкцию и доп-паёк, то получите перезарядку в 9,6 секунды. И средний урон в минуту 2422 единицы. Ставить доп-паёк на прем-технику я никому не навязываю, и говорю это лишь для общей информации. В общем, ДПМ у танка неплохой. И при удачных обстоятельствах, когда противник в полном простреле, примерно вот как в этом бою, будет получаться неплохо настрелять урона. Но вот вопрос, как часто у вас будут складываться такие обстоятельства, когда бои проходят молниеносно за пару минут. Идем далее. Точность. Как я уже говорил ранее, она специфическая. Но как для калибров 105 мм, которым на средних танках вооружены единицы, оно неплохое. Базовое время сведения 2,4 секунды, разброс на 100 метров 0,35. Оборудованием и перками эти показатели можно сделать еще комфортнее. С ближней дистанции можно выцелить что угодно. Но не забывайте, что в ближнем бою танк невероятно уязвим. А с дальней дистанции уже да, в пиксель пострелять не получится. Но все равно точности будет хватать, чтобы ввести огонь в силуэт. По картонной технике в борта и корму. Углы вертикальной наводки, да, есть. И очень даже хорошие. Орудие вниз опускается на целых 10 градусов. Вести огонь из-за неровности местности можно без проблем. Что касается обзора. Базовые цифры 390 метров. Отлично. Для СТ 8 уровня это хороший показатель. Оборудованием просветленная оптика перками
экипажа и доп. Пайком, обзор можно увеличить до 483 метров. По сути, танк может светить сам себе, но имейте в виду, скорее всего, вас засветит раньше, так как маскировка у француза практически отсутствует. Это и не удивительно, у танка на самом деле большие размеры. И я вас очень прошу, не ставьте на этот танк маскировочную сеть из стереотрубы. Француз и так очень сложен в реализации, и неправильное оборудование только усугубит ситуацию. Для комфортной игры оборудования рекомендую ставить следующее. Первый слот — вентилятор, далее стабилизатор и орудийный досылатель. Также, чтобы улучшить обзор, вместо вентилятора можете установить просветленную оптику. Ну и третий сет оборудования для более опытных игроков. В первый слот устанавливаете турбонагнетатель. Удельная мощность станет больше, и максимальная скорость уже будет составлять 45 км в час. Правильные перки экипажа перед вами. А теперь давайте подведем итоги и пробежимся по плюсам и минусам. Из плюсов: высокая скорость полета основного снаряда, хороший разовый урон, большой запас прочности, отличный обзор 390 метров и комфортные углы вертикальной наводки орудия. С плюсами все. Теперь минусы. Большие габариты, полное отсутствие брони, очень большая критуемость, посредственная максимальная скорость, плохая маскировка и слабое бронепробитие основным подкалиберным снарядом. А сейчас субъективная критика. По классу француз является средним танком, но на деле это не ДПТ, не ДСТ. Полноценную роль среднего танка в первую очередь вам не позволит отыгрывать подвижность. Вы просто не будете успевать. Во вторую очередь это огромный силуэт и полное отсутствие брони. Француз всегда будет приоритетной целью, так как пробить его проще простого, в том числе и для артиллерии. А вот более или менее отыгрывать роль ПТСАУ можно будет благодаря неплохой точности орудия, правда только с посредственным пробитием, которого хватает, к сожалению, только на шестерок, семерок и некоторых восьмерок. Против высоких уровней бронепробития в 200 мм будет сложно реализовать. Так что рассматривать этот танк в качестве основного фармера серебра я вам не рекомендую, а также рассматривать его в качестве награды за реферальную программу в первую очередь. На выбор там есть техника куда более лучшая и проще в реализации. Но на данный момент в нынешних реалиях рандома танк полностью утратил свою актуальность и уже давно требует адекватного апа. Но как бы там ни было, покупать этот танк за реальные деньги или выбирать его в качестве награды за реферальную программу решать вам. Моя же обязанность предупредить вас о последствиях. На этом обзор подходит к концу, надеюсь, все и всем доступно объяснил. С вас лайк, подписка за старание. И колокольчик нажать не забудьте, чтоб не пропускать новые видео. С вами был Оскар. Благодарю за внимание. Удачи!